вернулся в Санта-Фе через 2 дня и в первую же ясную ночь поехал на площадку. Дорога от Аламогорда шла вверх серпантином, потом сворачивала на грунтовку, где пикап надо было везти на 2-й, и последние 8 миль занимали столько же времени, сколько первые 40. Артур знал каждый камень на этой дороге. Обычно к концу подъема у него внутри все выравнивалось. Город отставал, дела отставали, оставались только небо и работа. В этот раз не выровнялось. Мэнни Ортис вышел из трейлера в парке поверх фланелевой рубахи, поднял руку. Ты рано в этом месяце. Соскучился. Прогноз хороший. Ветер к полуночи стихнет. Артур раскрыл купол, включил монтировку, запустил охлаждение камеры. Все было привычно до автоматизма. Проверить полярную ось, взять 3 звезды для модели наведения, снять флеты по сумеречному небу, поставить фокусировочную маску. Руки делали, голова была где-то еще. Он навелся на козерог, низкий, невзрачный, висящий над южным гребнем треугольником тусклых звезд, который никто никогда не снимает. На экране ноутбука пошел первый субкадр. 600 секунд, полоса шума, потом медленно проступающие точки. Артур смотрел, как накапливаются фотоны, и впервые за 20 лет думал не о том, хватит ли сигнала, а о том, откуда этот сигнал. Вот Денеп Альгиди, 39 лет. Свет вышел из нее в тот год, когда 15-летний Артур Лэнгфорд клеил из картонной трубы свой первый телескоп на кухне в Тусоне. Пока этот свет летел, случилась почти вся его жизнь. Университет, Кит, Пик, свадьба, рождение Норы, смерть Эллен, 300 ночей на этой горе. Все уместилось внутри одного луча, который просто летел и ничего об этом не знал. Вот Кастро, 157 как минимум. Днем он полез в каталоги и убедился, что женщина в неудобном платье была права, и тут 3 источника, 3 числа и все больше ее цифры. Он не знал, где стоит эта звезда. Никто не знал. Известно было только, что не ближе. Свет вышел из нее, когда здесь еще не было ни Аламогорда, ни железной дороги, ни единого столба на всю равнину. Или намного раньше. Это оказалось хуже всего. Не то, что картинка собрана из разновозрастных светов, а то, что он не мог даже сказать, насколько разновозрастных. Вот М-30 у самого края поля, 27 тысяч лет. Ледник Мамонты, никакой истории. И все это ложилось на одну матрицу, за одну и ту же выдержку, аккуратно слой к слою, и складывалось в картинку, которую он завтра назовет областью Козерога и подпишет как факт. Артур поймал себя на том, что стоит с задранной головой и считает, кто из них когда мог погибнуть. Кастро могла погаснуть при жизни его прадеда или за 400 лет до того, и он бы не знал. М-30 могло не быть вовсе. 27 тысяч лет — большой срок даже для скопления. Там, наверное, все еще стоит, но проверить нельзя. Ничего нельзя проверить. Небо — это не место. Небо — это почта, где все письма приходят одновременно, а написаны в разные века, и отправители, возможно, давно умерли. Кофе будешь? Мэнни принес кружку, не спрашивая. Буду. Они постояли рядом. Ветер и правда стих. Млечный Путь стоял над куполом так плотно,
что казался физическим предметом, чем-то вроде облака пыли, которое можно было бы стряхнуть. Мэнни, ты знаешь, что мы видим не звезды, а их старые фотографии, причем разного возраста. Все, что над нами, это никогда не существовавшая одновременно картинка. Мэнни подумал, отхлебнул из своей кружки. И что? Как и что? Это значит, что вот этого сейчас нет, ни в каком виде. Артур показал вверх. Артур, я тут 31 год. Зимой у меня замерзает вода в баке. Летом молния бьет в громоотвод, я считаю секунды. Я видел, как ты плакал, когда снял свою первую туманность, только не говори, что не плакал. Не плакал. Плакал. Мэнни допил кофе. Небо не обязано быть честным. Оно обязано быть, оно есть. Остальное твои дела. Он ушел спать. Артур снял в ту ночь 206 кадров и ни один не открыл дома.